Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Мы сегодня пытаемся делать маленький эксперимент, хотим поставить большие колеса на Прагу, 6 колес от нашего Зила и испытать эту машину в болоте. Что с этого выйдет, пока непонятно, потому что колеса огромные, как они станут, это все вопрос открытый. Но я думаю, у нас получится. Самое главное — это хорошее настроение, чего вам и желаю. Присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, ну а мы начинаем работать. Ездить на сиденье без Праги Ездить на Праге без сидений опасно. Поэтому начинаем с того, что делаем сидуху. Вот. Как-то так. Надо, наверное, чуть-чуть подогнуть. Чуть-чуть подогнуть надо, да. Широкое сиденье сюда не поставишь. Все-таки достаточно узкая кабина у Праги. Я уже немножко подпилил сиденье, чтобы спинка вертикальней была. Помечаем. Сиденье делаю, чтобы было съемное, поскольку под сиденьем здесь аккумуляторы. Если Прага нас порадует, то сразу будем делать так, чтобы была возможность устанавливать АКБ. Решил я сразу подварить и водительский пол, потому что у нас там небольшая дырочка. Вырезал вот такой кусок из двойки. Надежный пол для водителя, чтобы от страха не провалиться под землю. Прелесть. Вот здесь немножко придется подстучать. А так все отлично. Прижмется и будет держаться. Вот такой красивый пол получился. Прихватил везде, все четко, надежно, двойка. Снял коллектор впускной. Вот он лежит. Нам нужно сделать сюда, или вот схожу к соседям, может найду прокладки под вот эти вот коллектора. Это впускной коллектор. Здесь еще становится кожух, поэтому нужно по 2 прокладки на каждый цилиндр. Итого 12 штук. Вырезать их — это я одурею, поэтому решил как-то попытаться. Может быть, у соседей найду. Если нет, то придется резать, ничего не поделаешь. Следующее, что я хочу сделать, это обрезать крылья. Они тоже нам мешают, крылья, бампер. Вот. Это в любом случае нужно было делать. Я думаю, обрежем примерно вот здесь. И вот так вот сделаем, чтобы оставался капот. Может быть, даже обрежу и до сюда вот. Пока не знаю. Усилитель там внутри, вот видите, не все так просто обрезать здесь. Но попытаемся, что поделать. Не совсем будет удобно, но я думаю, справимся.
Вот так у нас получилось разобрать. Здесь сразу такой доступ хороший, кстати, вообще. Так, ну что, следующий бампер. Наверное, я его разбирать не буду, а просто отрежу. Потому что он нам нужен будет, мало ли застрянем, нужен фаркоп. Вот, а здесь, если мы захотим потом со временем, можно что-то наварить, кусочек из этих же швеллеров бампера. Поэтому проблемы здесь не вижу большой. Вот эта тачка, теперь она мне напоминает, вы знаете, вот эти Татры, которые участвуют в трак-триале, где-то там в Германии, в Польше. Вот прямо сейчас вот это вообще тачка, очень похожа. Когда мы поставим сюда хорошие колеса большие, она станет еще больше похожа на эти монстры. Надо сворачивать удочки. Чуть успел я, немножко намок, ну льет, зараза. Не сильно он, вот-вот прекратится. Но не дает работать, как ни крути. На наш автодом мы установили лебедку привода багажника. Процесс длится очень медленно с автодомом. Сейчас мы ждем специалиста, который нам сделает внутри все это. Он пока что занят. Вот, ну и сейчас пойдем дальше заниматься нашей Прагой. Наша задача сейчас поставить колеса. Так, гаечка на 8. Середина сентября, мы занимаемся старенькой нашей Прагой, но мечтаем о новом автомобиле. Но если у вас, друзья, в планах покупка нового автомобиля, то обязательно покупайте через бесплатный сайт autospot.ru, потому что на этом сайте есть практически все марки автомобилей. Вы найдете обязательно для себя что-то интересное. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров, а самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок стоит на месте, поэтому дилеры делают большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь. Ну как вам новый вид Праги? А? Теперь он смотрится монструозно. Это невероятная тачка будет. По бездорожью это очень будет интересно посмотреть, как она поедет. Но у нас возникли проблемы. Пришлось нам относить от основного барабана немножко диск. Закрутили туда гайки, сюда зиловские футорки и гайки зиловские. Система ЗИЛ-130 нас спасла. Также тормозной штуцер пришлось выкрутить. И у нас немножко цепляется диск за верхний шкворень. Ну прям чуть-чуть. Где-то вот.
Да, вот здесь вот он как раз цепляется немного. То ли диск кривой, что скорее всего. Потому что где-то цепляется, где-то нет. И с этой стороны такая же проблема, но здесь еще и чуть побольше проблема. У нас с выворотом хотим немножко отогнуть вот эту тягу. Чуть-чуть сошку согнем ближе, потому что цепляется за шипы. Вот, поэтому придется немножко здесь повозиться. Сейчас взяли газ и погреем и согнем. Полило или нет? Да. Сильно? Произошло маленькое ЧП, немного подпалил себе голову. Но бывает такое, ничего не поделаешь. Правильно Юра сказал, одной лысиной меньше, одной больше. Но нам надо еще чуть-чуть выворота, маловато. Все равно чуть-чуть цепляется. Но с этой стороны у нас зазорчик есть, но будем опускать на крайняк. Можно вот этот снять влагоотделитель, но все равно компрессор не качает, и поэтому он нам не принципиален. То мы потихоньку здесь работаем. Пришлось нам делать ограничитель выворота, поскольку у нас цеплялось все-таки, как помните. Но мы здесь наварили на заводской, ну, вот здесь стоит заводской ограничитель хода, и теперь у нас все хорошо, да, Юр? Дорога покажет. Дорога покажет. Ну, остался у нас нерешенный вопрос с влагоотделителем. Сейчас мы зацепим краном за вот это колесо и поднимем его максимально. И посмотрим, что у нас произойдет. Правильно? Чисто за одно колесо. Поддонкратим его, и будет понятно. Можно просто опустить машину. Нет, тут же нужно, чтобы так вот перекосился мост. Понимаешь? Типа этим колесом наехать на препятствие. Только тогда будет понятно, что и как. Ну, это несложно. Достаем сварку и пробуем проверить. Ну вот, по переднему мосту все хорошо, не цепляет. Начинаем потихоньку сдвигаться в заднюю часть автомобиля. У нас здесь тоже есть одно колесо, а вот то колесо нам нужно сейчас перебортировать, потому что у нас 5 готовых, а одно еще нужно сделать. Сейчас займемся шиномонтажом. Параллельно здесь нам нужно еще сделать кардан. Как вы помните, укоротить зиловский там. Вот, так что работы хватает, но потихоньку продвигаемся. Шиномонтаж. Раскидали колесо, проблем не составило. Эти колеса бортируются достаточно просто. Все зачистили. Сейчас соберем обратно. Собираю на солидол и устанавливаем на Прагу. Как вы помните, у нас нету среднего кардана между двумя мостами. И мы вот изготавливаем сейчас. И столкнулся с такой проблемой, что два кардана между собой сварены трением. Вот такая технология тоже применялась. И я не могу укоротить. То есть эту трубу мы пытались трение здесь отпилить. Но ни в какую. Нету, получается, посадочной поверхности для этой трубы, а оно как-то суцельно это все спаивалось. Я не знаю, как это работает, но теперь у нас проблема. Нам придется просто встык делать, и возможно мы прикурим, блин. У нас проблемы, возможно будет вибрасьон, да, Юра? Или ты сделаешь все четко? Сделай все четко, что ты делать, но на 80 не будет вибраций, да? не, до 60. Все понял. Мелкая пойдет. Хорошо, ладно, так что пожелайте нам удачи, блин, с этой конструкцией. Сейчас сделаем замеры, отпилим нужное нам количество и будем выставляться.
Не привык я делать конструкции, которым я не доверяю, но в этот раз, видимо, придется. Наша задача будет просто состыковать вот так и приварить. У нас, по идее, здесь плоскости все достаточно ровные, потому что здесь у нас есть проточка. Вот сейчас я шлифовкой подровнял, вроде бы должно все получиться. Ну, то есть, в принципе, сейчас, если что, ну, просто надо выставить одной рукой, я не могу. Я думаю, завариваем. Будем надеяться. Но я хочу даже для себя проверить, будет ли работать вот так вот кардан, стыкованный просто в стык. Не знаю. Пишите в комментариях, если у вас есть опыт сварки просто в стык, будет ли это работать. Ну, надеюсь. Но Прага смотрится невероятно. Настоящий монстр бездорожья. Прям вообще такой кайфовый. Вообще классно смотрится. Дорожный просвет, кстати. Давайте померяем. Ради научного эксперимента. Блин, рулетки не хватает. Ну, где-то 62 получается. Нет, стоп. Вот так будет правильно. 60. 60. Нормуль. Еще забыл вам рассказать. Мы долили масло в этот мост, в средний. Вот. Масла мало там было. И в передний тоже нужно долить, не забыть. Пока я свариваю кардан, Юра занимается коллектором впускным. Вот там. Купил у соседей вот такие прокладки. Они оказались идентичны, прокладки, которые нам нужны для Праги, с какой-то прокладкой для двигателя D240. У соседей чуть выпросил, 12 штук нам нужно, потому что на каждый цилиндр по 2 штуки. Соседи, скрипя зубами, выделили мне, но спасибо им огромное. Так что теперь у нас мои руки, вот представляете, мне бы пришлось их все высекать. Это, ну, невероятно было бы сложно. Но теперь без проблем. Заварил я наш кардан. Все четенько, красиво, ровненько. Но он по-любому будет бить 100%, потому что такая конструкция, это такое себе. Но варианта у нас не было. Может быть, и повезет, и будет нормально работать. Но посмотрим. Закинули коллектор. Юра здесь потихоньку обжимает. Уронил одну гайку в коллектор. Быстренько сбегал за магнитом. Но достал, слава богу. Потому что именно в головку закинул гайку. Ну, так бывает, ничего не поделаешь с этим. Это косяки неизбежны. Но Прага наша, зацените, блин, ну просто чума. Какой у нее передний вот этот заезд будет безумный. Я думаю, она проедет здесь любую нашу эту канаву, любой выезд. Вот, благодаря этой отсутствию свеса. Ну, вот со стороны это так выглядит. Да, он может даже будет... Прага способна будет заезжать в вертикальную стену. Мотор в базе, она будет это легко делать. Вообще, достаточно интересный вездеход. Очень интересный. Но у нас много с ней работы, мелочевки, которую нужно доделать. Нужно было бы по-настоящему сделать блокировки, правильно? Ведь нужно. Вот, так что заварил глушак. Вот, нужно эту часть тоже отпилить, она уходит туда. Кстати, вот, заварил в 2 слоя, чтобы уже надежно было. Ну, должно держать. Посмотрим. Очередной день с Прагой. Конечно, уже занимаемся очень долго, много сделано. Но еще не все. Сейчас наша задача установить вчера сваренный кардан. У меня 4 болта новых и 4 бэушных. А также очень важное дело, которым сейчас мы занимаемся с Юрой, это блокировки. Из-за того, что когда-то давно я удлинял вот эти тяги, рессоры, разносил мосты, когда-то в молодости, вот, пришлось и удлинять тяги блокировок. Там система качелей называемая. Вот, и когда тянешь за тросик вот этот, то эти качели вот так включают блокировки. Сейчас вот сюда приварил рычаг такой, и у нас вот здесь будет включение блокировок. Ну, такое временное решение относительно, дабы проверить всю работоспособность этой конструкции. Потому что в салоне рычаг оригинальный, который должен стоять, он, к сожалению, сгнил. Он там, я не знаю, как он работает. Каким-то роликом непонятным.
А у нас такой трос есть, если что, кусок? Может действительно восстановить оригинальную конструкцию? Но там, она мне не нравится, оригинальная конструкция, потому что там типа держать надо, тогда у тебя блокировки работают. Отпустил, они не работают. Так это же сделано для того, чтобы ты не забылся. Ну да, да, да. Нам это не надо. Мы не ищем простых путей. Да, и оригинальных Разве решений. мы что-нибудь забывали? Может, лебедку кто-то забыл выключить? Не было ж такого ни разу. Ну да, в принципе. Так, на болт. Дай монету. Я не знаю, насколько... Ну, в принципе, правильно. Блин, это плохая идея. Плохая идея, да. У нас происходит зажим карданов финальный. Вот, и сейчас мы можем даже специально так вывесили, чтобы проверить блокировку нашу. Решили все-таки оригинальную систему не делать, потому что у нас, во-первых, нету тросика. Ну, попробуем вот нашу. Давай, Юра. Хрен, да? Не хватает усилия ему. Ну. Вот чего я и боялся, блин. Эта пружина слабая. Оп, ну-ка, ну-ка. Хочет. Все, да? Видно, прокрутилось. Сработало. А та? Попробуй. Ну, так а там, почему? Ты думаешь, там он... Не, ну по идее они... Тут видишь, что важно? Ага, я понял. Они обе должны совпасть. То есть и это, иначе один рычаг не дает второму включиться. Совершенно То есть верно. при... Поэтому пришлось долго проворачивать. Да. А давай сейчас отключаю. Ну-ка. Выщелкнулось? Фу. Ну-ка давай еще раз. Все? Ну работает. Что и требовалось доказать. А в отключенном состоянии у нас просто тросик вот висит с пружинкой и все. На раме. Сейчас у нас еще одна проблема, вот эту гайку найти. Не уверен, что найдем. Ну, постараемся. Карданы зажаты, блокировки работают. Продолжаем дальше. Я только что доварил наш самодельный корпус фильтра. Осталось здесь отверстие проделать. Ну что ж, у нас последнее приготовление к выезду на Праге. Надо почистить фильтр. Взяли бензинчик. Этот фильтр, он такого масляного типа. То есть внутри, если вы посмотрите, он состоит из войлока такого. Старая советская конструкция. Но работает, потому что можно в любой момент помыть и использовать дальше. К нам присоединился Леша. Как только начинаются испытания техники, так сразу приезжает Леша. Леша, как твое прошло лето? Лето прошло в поле. На комбайне, да? На комбайне. Ну, короче, шляпа. Все переживали, что как у тебя там дела, получается ли у тебя там работать. Но вроде живой приехал, хотя работа на комбайне это очень опасная работа. Можно упасть в жатку, да? Можно И превратиться во что? Можно в канаву слететь. А есть защита у белорусского комбайна от камня, попавшего в барабан, или нет? Нету. Но... Здесь, расскажу, была такая ситуация. Мужики молотили, короче, и ракету съел комбайн, весь комбайн внутри меняли. Да? Да. Вот. Я просто, насколько знаю, в иностранных комбайнах есть защита, и даже если туда человек попадет, то она срабатывает. Да, вот класс комбайн, он Да. только кинь туда болтик, все сразу барабан. А если в белорусский комбайн, то будет фарш. Дальше. Все понял. Фильтр отмыли, теперь заливаем масло в мост. Масло оригинальное вольвовское, мы слили с Volvo, с коробки. Очень хорошее качественное масло. Друзья, мы почти готовы к выезду. Мы даже установили вот этот вот защитный люк сюда, чтобы не так эта Прага гудела и шумела. Вот, за рулем поедет профессиональный водитель Леша, ну а я пойду по болоту пытаться снять для вас что-то интересное. Сейчас запускаем мотор, надеюсь, он запустится. Должен клинить. О! Всё, есть.
Все, поехали в болото. Давай блокировку включим. Не надо, не надо. Вы знаете, Прага сражается. Но нужно было спустить шины. Было бы легче, но мы специально не спускали. Хотим проверить так. Но вижу, даже резина замыливается. Это плохо. Ну, здесь глубина такая порядочная. Чисто болото. Блокировки мы тоже еще пока что не включали. Включаем блокировку. Сейчас Прага попрет. Мне примерно по пояс. Нормально так. Офигеть. Ну она едет классно. Здесь может ехать только Monster Max и все. Больше здесь никакая техника не поедет.
Сейчас Леша включает первую повышенную. Возможно, на ней будет Прага ехать оптимальней. Болото очень вязкое. Надо спускать шины. Что-то блокировки у нас нету. Почему-то блокировки нету, блин. Странно. Первая повышенная, я думаю. Но что классно, она не садится на мосты. И ты всегда можешь ехать зад-вперед благодаря большому дорожному просвету. Главное не буксовать много. Еще одно препятствие наша госпожа Беладонна, но она, видите, немножко подсохла у нас. Но посмотрим, как Прага справится с этим препятствием. Конечно, на спущенных шинах, я думаю, она бы лучше ехала. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так, сейчас Леша включит первую повышенную.
Ждет, родная. Белладонна сдалась, с трудом Прага проехала, но проехала. Я, если честно, думал, что вначале уже все. Но, конечно, если мы спустим шины, я думаю, проходимость у этой машины увеличится. Но, тем не менее, даже на накачанных шинах она едет. Но я, если честно, думал, что эта машина будет ехать гораздо лучше. Я думал, она вообще здесь проедет, не будет испытывать никаких проблем. Но важный фактор, то, что она не садится на мосты. Наверняка вы заметили. То есть на ней можно постоянно двигаться взад-вперед. Вот, если бы тот же ЗИЛ или Урал, он бы просто на мосты и все, и готов. Вот, но это все опыт, и это все, конечно, очень интересно, как это работает. Ну а сейчас посмотрим, как проедет Прага по уже протоптанному следу, прорезанному своими большими, узкими, не спущенными колесами. Давай, Прага, мы в тебя верим. Никаких проблем. Вот так я иду за Лешей. Против течения какого-то, блин. Капец. Ну а сейчас мы попробуем то, чего мы не пробовали ни разу. Мы попробуем вот здесь максимально далеко переехать канаву. Канава, она очень огромная. Леша заезжает на позицию. Сейчас будет весело. Первая пониженная, Леш. Ну сейчас посмотрим, что мы смастерили, блин. Живой? Ну давай.
Моста нету, Лёш. Передний мост. Да, включи, включи. Мы забыли, мы выключили его. Ты включил? Ай-яй-яй, плохая идея. Ну так зачем ты подымался? Так, мост ловим. Не вывалился мост. Отлично. Подожди, да. Вся геометрия в норме. Ручником не держи ручником. Давай заныривай. Давай заныривай. Может на хвост повиснуть. Да, повис, Леша, на хвост. Бля, он не выедет. Уедет, ты понял? Вот назад будет проблемник. Не, фаркопом упирается. Леша! Ну ладно, это у нас испытание очень серьезное для трансмиссии, для нашей. Не, с разгона страшновато. Не, Леш! Ну да, ему надо направо и выехать. Но здесь не проедет никто. Это факт, блин. Здесь прям такой уклон. Но мы полностью проверим трансмиссию. Все работает четко. Да. Что ты думаешь, Паша? Да, ну посмотри, какая канава. Туда, если тебя поставить, то ты не вылезешь оттуда. Сейчас мы для сравнения меня туда опустим, только Леша накатается. Ага. Вот. Ну, примерно, нет, ну где-то вот так. Где-то так. Я, в принципе, да. Но это результат. Не поспоришь, правда? Вот такой Прогевич у нас. Классный аппарат. У нас есть одно непокоренное болото. Но там нужно, наверное, нам вывести воздух, чтобы он не захлебнулся. Огромное болото, в котором купался Баз. Все, загоняем Прагу на доработку. Будем дорабатывать. Леша, какие твои ощущения Праги? Я уже думал быстрее бы свалить отсюда. Угорел, да? Ужас. Да, есть такое. Во-первых, жара от мотора, да? Да, это все, ну, единственное то, что очень мешает. Ну а в канаве страшно было? Не, вообще нормально. Но мне тоже понравилось, как он проехал по канаве. Просто такая канава, он чик переехал. Но видишь, назад упирается очень сильно фаркопом. Там если нереально. отрезать, он бы поехал назад по канаве. Да. Надо его отрезать, я думаю. Так, ну что, друзья, в следующей серии мы, наверное, испытаем эту Прагу в болоте, в большом очень болоте. Спустим шины. Мы подготовимся со шноркелем, чтобы нам не запороть мотор, потому что у нас уровень воды вот здесь. Но мне почему-то кажется, что там будет поглубже. Поэтому сделаем шноркель, спустим шины и попробуем проехать мега болото. Вам огромное спасибо, что в этой серии вы были с нами. Не забывайте подписываться на наш канал. Огромное спасибо за поддержку на Бусти. Не забывайте тоже подписываться и поддерживать нас. Ну и как обычно, желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого наилучшего. Крепчайшего здоровья. Всем пока. Да, давай еще. Она уже выезжает.